Все, конечно, знают, что в один и тот же момент времени на планете может быть и день, и ночь. Но вот интересно, и это у меня, по крайней мере, не укладывается в голове, что в тот момент, когда в Европе зима, в Латинской Америке лето. И по традиции март — это первый месяц после лета, когда 1 марта все дети идут в школу. Вот это вот необычно. Добро пожаловать в Бразилию. Стоп. Сначала я хотел сказать о главном, что это вполне безопасно. И начну я с двух вещей, которые меня беспокоили в Бразилии. Это безопасность, крайне важная составляющая любой поездки, и полет на дроне, это важная составляющая для меня. Итак, о каждом поподробнее. Безопасность. Все блоги трубят о том, что ходить по улицам Бразилии очень опасно, так как много людей без работы, без дома и без морали. Давайте попробуем разобраться. Если посмотреть на Crime Index by Country за 2023 год, то вся Латинская Америка выглядит, не очень. И Бразилия занимает 12 место, а Российская Федерация 94-е. Но также есть общая статистика Global Peace Index. Этот индекс является первой попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания. И главное его отличие, что он основан на многих факторах. Так вот, Бразилия занимает 130 место, а Российская Федерация 160 место в этом списке. Украина на 153-м, всего в этом списке 163 страны. И перейдем ко второй проблеме. К сожалению, в Бразилии мне не удалось достаточно полетать на дроне, и это не исходит из первого фактора. И не полетал только по одной причине. Здесь недалеко аэропорт, и чтобы полетать на дроне, ты должен снять, взять ответственность на себя и там нажать несколько кнопочек. Но без интернета этого нельзя сделать, поэтому дрон просто не взлетает. Ну а теперь немного о стране. Бразилия – это 5-я страна мира по площади и 7-я по численности населения. Ну и 1-я в Латинской Америке по обоим этим критериям. Бразилия была португальской колонией с 1500 года по 1822, и поэтому государственным и практически единственным разговорным языком страны является португальский. Даже с переводчиком купить билет оказалось сложно. Она считается самой большой португалоязычной страной и единственной в Америке. Португалия вообще оказала значительное влияние на культуру, а также на вероисповедание. По вероисповеданию большинство бразильцев католики, что выводит и здесь Бразилию на первое место, с самым многочисленным католическим населением в мире. Сан-Паулу считается одним из самых густонаселенных городов мира – 22,6 миллиона, Рио – 13,7 и самым большим в южном полушарии. Город носит имя апостола Павла. Девиз города, да, у города есть девиз, говорит сам за себя. Не мной управляют, а я управляю. Но в самом городе мало развлечений. Для себя я нашел много бесплатных музеев. В Бразилии очень чувствуется, что культура развивается и занимает важную роль в жизни молодежи. Местами пахнет, конечно, травкой, много очень неординарных личностей, но много творчества в городе. И это, наверное, этим и обусловлено. И много красивых улиц. Здесь архитектура смешивалась и создавалась разными стилями и в разные эпохи. И поэтому старинная церковь соседствует с новейшим небоскребом. Но в Сан-Паулу не только это странное соседство, очень заметна классовая разница. Здесь люди в костюмах проходят мимо лежащих под ногами бродяг, и смотреть на это не очень приятно.
Ох, предвкушаю. Я, конечно, знал, что Рио — это очень красивый город, но не думал, что настолько. Все эти зеленые холмы с разбросанными фавелами на берегу Атлантического океана и пляжи, пляжи, пляжи. Пляжи в Рио — это своя культура. Мне кажется, на пляжах люди проводят все свое свободное время. Сидят под зонтиками, общаются, пьют кайпиринью или просто активно проводят время. И поэтому здесь распространены пляжные виды спорта, такие как волейбол, волейбол ногами, пляжный теннис, футбол и многое другое. Вообще Бразилия спортивная страна. Конечно, на первом месте футбол. 74% населения так или иначе увлечены этой игрой. Но я сейчас не про это. На улицах довольно часто встречаются люди, которые бегают, ездят на велосипедах, бегают, занимаются на общественных тренажерных площадках, бегают и снова бегают. Мне кажется, я никогда в жизни не видел такое количество бегающих людей. Утром всегда такая, наверное, тишина. Вот прям мне нравится. Я думал, что здесь вечные движения, вечная какая-то суета. Но нет. Утром очень-очень тихо, очень спокойно, птички поют. И это мне очень нравится. Вообще, конечно, город не такой, каким ты себе представляешь. Он вообще другой. Он действительно другой. Миллион творчества. Он весь разукрашенный. И очень красивый. Очень. Не знаю. Мне понравилось. Я очень рад, что посетил эту страну. И вообще хочется показать и рассказать намного больше. Но лучше посмотрите на это своими глазами. Мир прекрасен, и он весь ваш.